Чем отличается черная и белая магия? Архимандрит Харалампий Василопулос. Существует ли магия? Да, конечно. И многие люди страдают от нее. Чем отличается так называемая черная магия от магии белой? В черной магии используется человеческая кровь, а особенно детская. Вы прочтете в газетах статьи о пропаже детей. Сотни, тысячи детей после войны были вывезены из Греции. Многих из них нелегально удерживают у себя для разных опытов, а потом забивают, чтобы совершать сатанинские ритуалы с их кровью. Несколько лет назад люди были шокированы убийством фотомодели Вильмы Монтези, а затем актрисы Шарон Тейт, которую закололи на вилле Полански во время ритуала черной магии. В белой магии колдовство совершается при помощи чернил, ногтей людей, животных, птиц, пресмыкающихся, живых или мертвых, кладбищенской земли, кольев, гвоздей, иголок и так далее, рассказывает святой Киприан, бывший до своего обращения в христианство великим колдуном. Кто занимается колдовством? Не только какие-то древние старухи, но и многие другие, предавшие душу дьяволу. Они делают это с помощью сатаны и буквально купаются в золоте. Они получают десятки тысяч драхм в день. Вы слышите? В день. И таких людей очень много. В газетах писали, что в одних только Афинах и Пирее около 12 тысяч чернокнижников. После войны их число увеличилось примерно раз в 20. Кто им платит такие огромные суммы? Люди с черной душой, питающие зависть и злобу к своим ближним и желающие им отомстить, прибегают к услугам колдунов, чтобы причинить вред другим. И что они делают? Совершают магические обряды, препятствующие вступить в брак, так называемый венец безбрачия, создают всяческие препятствия, портят отношения между супругами, насылают такие болезни, что врачи не могут найти причину и помочь, вносят раздоры в семьи и тому подобное. Они делают так называемый отворот, когда муж начинает без какой-либо причины испытывать отвращение к своей жене и наоборот. Они возбуждают в сердце сатанинскую страсть, наносят ущерб разным делам и предприятиям и совершают множество бесчинных зол. И за это они получают огромные деньги, потому что находятся еще и такие безумцы, которые прибегают к ним за помощью, чтобы якобы снять с себя порчу или избавиться от сглаза. Эти нечестивые не понимают, что таким образом они вредят себе еще больше. Сатана связывает их по рукам и ногам. Сатана никогда не делает добра. Его действия не совместны с милосердием и святостью. Он способен только на преступление и обращает все во зло. Вы спросите, неужели магия существует? Да, конечно, но только на тех, чья жизнь далеко отстоит от Бога, кто не ходит на литургию и другие духовные службы, не причащается святых христовых тайн, не исповедуется, говорит богохульство, обижает других, ведет безнравственный и развратный образ жизни и испытывает равнодушие к вере. На таких действуют и заговоры, и колдовство. Но колдуны не способны повредить человеку Божию. Один священнопроповедник рассказывал, что даже если все колдуны и ведьмы соберутся против одного человека, ведущего благочестивую жизнь и шествующего по пути Божию, они не смогут ничего ему сделать. Это видно из следующего чуда преподобного Ефимия Великого. Один человек по имени Роман вел светскую жизнь и был равнодушен к вере. Сосед позавидовал богатству Романа и стал злоумышлять, как отнять у него имущество. Сначала ему ничего не удавалось, как он ни старался. Наконец он щедро заплатил одному колдуну, чтобы тот наслал на Романа неизлечимую порчу. Роман ничего об этом не знал. А между тем колдовство набирало силу. Находясь за городом, он почувствовал себя плохо и лишился чувств. Его принесли домой в бессознательном состоянии. Роману становилось все хуже и хуже. Его чрево распухло от собиравшейся там жидкости. Врачи не могли ему помочь, и родные собрались у его одра, ожидая смерти. Он едва смог поднять взор и знаками показать,
чтобы все вышли из комнаты. Тут ему пришла на ум мысль попросить о помощи преподобного Ефимия Великого. Страдалец пришел в выступление и увидел стоявшего перед ним седовласого старца в монашеской рясе. Тот посмотрел на него и сказал: «Что тебе нужно? Я Ефимий, которого ты только что позвал». Роман сказал святому: «Мне очень больно», и показал ему свой живот. Тогда святой протянул свою руку и пальцами, как ножом, рассек его вздутое чрево. Из надреза вытекла жидкость. Затем святой провел рукой по надрезу, и шов загладился, не оставив даже следа. Святой открыл Роману, что сосед позавидовал его имуществу, заплатил чародею, а чародей обратился за помощью к бесам, чтобы погубить его. Преподобный Ефимий добавил: «Никакие уловки врага не имели бы власти над тобой, если бы ты сам не распахнул двери дьяволу. Посмотри, сколько прошло времени, а ты ни разу не пришел в церковь и ни разу не приобщился святых тайн, жил в лени, совсем забыв о своей бедной душе. Теперь, после того, как помиловал тебя Господь, больше никогда не пренебрегай собственным спасением». После этих слов Роман тут же поднялся с постели совершенно здоровым. Он изменил свою жизнь и каждый год отмечал тот день, когда совершилось его исцеление. Из книги архимандрита Харлампия Василопулоса «Против антихристов». Издательство «Ортодокс Типос», 1993 год.